Жизнь — это вечное противостояние добра и зла. Эти силы величественны, но друг без друга они не существуют. Между ними царит равноправие, и если посмотреть глубже, между добром и злом всегда есть тонкая грань, которая не может быть злой или доброй, плохой или хорошей, потому что в ней все идеально. Ее имя — гармония. Всем привет! Меня зовут Яна, и я очень рада представить вам свой новый образ для финального конкурса Nix Face of Arts Украина. Я создала образ гармонии, и она идеально в себе сочетает абсолютные противоположности, поэтому в основу образа я вложила элементы классических персонажей, таких как ангел и демон, а именно крылья и рога, сочетание красного и белого цвета. Для того, чтобы добавить в вашу жизнь немного сказки, давайте я покажу, как создавала образ. Я начала работу над гримом с того, что я нанесла на лицо, шею и область ключиц Jumbo Pencil в оттенке Milk. Дальше я использую кремовую краску в оттенке фуксия. От линии челюсти растягиваю цвет пальцами вниз по шее для получения однородного градиента. Аккуратно смягчаю все линии перехода оттенков белый цвет. И этой же кремовой краской я делаю контуринг. Прозрачной пудрой из серии HD я закрепляю кремовые текстуры. Красным оттенком теней из палитры Brights я делаю цвет насыщенней. Используя матовые тени в оттенке Strip, я делаю контуринг более рельефным. После тщательной растушевки в белую основу красный цвет немного побледнел. Дарю ему новую жизнь, используя оранжевый цвет из палитры Brights. На самые объемные участки лица я наношу хайлайтер из любимой палитры для контуринга. Высветлить водную линию помогает Jumbo Pencil. На внутреннюю и внешнюю части верхних век наношу уже знакомый красный оттенок теней. В центр век наношу тот же хайлайтер и тщательно растушевываю. Растягиваю цвет на нижнее веко, оставляя часть вдоль ресничной линии нетронутой. В центр века наношу водостойкую базу для теней, потому что она просто замечательно фиксирует глиттер. С помощью подводки Epic Incliner рисую длинную стрелку. Дальше рисую стрелку на нижнем веке, параллельно линии роста ресниц, отступая от нее примерно 2 мм. От хвостика стрелки веду еще одну линию на верхнее веко. Дальше я подкрашиваю ресницы тушью Doll Eye и клею накладные. Карандашом-затемнителем для глаз в оттенке 02 я рисую линии, начиная от центра глаза веду линию вниз. И усиливаю цвет линий с помощью подводки Vivid Brights в оттенке Vivid Fire. Когда человек обретает гармонию в своей жизни, его сердце расцветает. Это я хотела показать, стилизовав человеческое сердце в розу. Ее мы и будем рисовать. Начинаем с наброска.
Помадой для создания эффекта омбре в оттенке 03 обвожу лепестки розы и растушевываю цвет. Бордовым оттенком из палитры Love in Paris прорисовываю тени. Помада Liquid Suede в оттенке Cherry Skies подарит розе ее основной цвет. Добавляю больше теней матовым оттенком Stripped. Тонким лайнером добавляю четкости лепесткам. Черным карандашом для глаз обрисовываю листья и бутоны роз. Матовым оттенком Stripped добавляю тени и объем. Той же помадой для омбре в оттенке 03 заполняю бутоны. Лайнером рисую контур и смягчаю переход черными тенями. Вокруг сердца растушевываю Jumbo Pencil и добавляю красные и черные тени. Белым аквагримом рисую месяц. Поскольку я создаю образ гармонии, я посчитала, что месяц и солнце отлично будут сочетаться с этим образом. Добавляю тени и растушевываю чистой кистью. Солнце я решила изобразить в виде своеобразной короны. Дальше я рисую декоративные элементы и приступаю к прорисовке теней на лучах солнца. Теперь на все белые детали наношу водостойкую базу для теней и сверху глиттер. Еще больше затемняю область переносицы. На брови наношу базу для теней и глиттер, они же должны оказаться и на губах. Дальше создаю эффект омбре помадой в оттенке 03. В качестве декора клею стразы. Уже знакомой вам помадой рисую контур и растушевываю его по направлению к рисунку. С помощью фиксирующего спрея наношу глиттер на плечи и руки, и грим готов. Теперь переходим к крафту. Для создания этих крыльев сначала я сделала каркас из жесткой проволоки. Обклеила его с двух сторон вспененным полиэтиленом, который в строительстве используют для утепления. Материал очень легкий, и с ним довольно просто работать. Я вырезала много перьев, приклеила их с помощью горячего клея, начиная с нижнего ряда. На создание крыльев у меня ушло 16 квадратных метров полиэтилена и 3 дня на работу. К каркасу крыльев я прикрепила лямки из репсовой ленты, также украсила их перьями и стразами. Когда крылья были готовы, я задекорировала их розами и лепестками. Основу для украшения на голову я тоже сделала из проволоки, обклеила ее белым фатином, которая послужит основой для наших перьев. На внутреннюю часть слоями наклеила перья, на внешнюю стразы и розы. Рога я сделала из фольги. Внутри каждого оставила проволоку для того, чтобы после изгиба фольга держала свою форму. Они очень легкие. Дальше я решила добавить им текстуру, обклеив рога шпагатом. Затем покрасила акриловой краской, приклеила стразы и зафиксировала на ободке.
Пожалуйста, не забудьте изолировать концы проволоки термоклеем. Платью тоже необходим декор из лепестков и роз. К платью я шила шлейф из красного фатина и украсила тем же декором. И образ готов. Очень надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за просмотр.